Друзья, всем здравствуйте, это Оринград, я Александр Жарков, и сегодня у нас в гостях заслуженные артисты России Марица и Дана Запашные, продолжатели известной фамилии, цирковой, связанной с цирком, мама с сыном, если кто не знает. И это тот случай, когда, говоря о цирке, мы будем не рассказывать какие-то веселые истории, да, а поднимать проблему, которая, как выясняется, которой уже больше года. И я так понимаю, наверное, то, что вы сейчас проживаете временно, наверное, да, я так понимаю, в Оренбурге, это вот одна из ветвей, вот как-то, да, следствий вот этой вот проблемы. Правильно понимаю? Ну, совершенно верно. У нас здесь животные. Мариса Вальтеровна сейчас расскажет о своих верблюдах и, собственно, о какой проблеме идет речь. Ну, во-первых, надо начать с того, что мы приехали сюда согласно разнарядке ФКП «Росгосцирк», прибыли сюда в ваш Оренбургский цирк. Мы находимся здесь где-то, наверное, с октября месяца, со своими животными. Практически стали местные, оренбуржцы. На сегодняшний день у меня проблема большая возникла с животными. У меня 6 голов верблюдов, у нас шимпанзе. Одна голова Боня. вид шимпанзе Боня, ну и осталось несколько собак. В городе Омске по надуманным причинам мы были уволены. Откуда вы сюда и прибыли прямиком? Да, мы были уволены. Здесь до 12 ноября нам кормили животных, с 12 ноября компания животных отказалась кормить. Суды выиграны, апелляции выиграны, но тем не менее животные до довольствия не поставлены, и мы никак не оформлены. Я сейчас нахожусь напротив цирка в связи с тем, что пришлось мне освободить цирк, конюшню, потому что заезжала работать программа. Цирк маленький, совсем маленький. И нам пришлось перевести животных напротив цирка в училище, большое здание. Мы там оборудовали гаражи, но летом хорошо, все цветет, животные гуляли. Сейчас наступает зима. А зимы у нас суровые? Под 50, насколько я помню. Та зима под 40 была, порой бывает. Мне казалось и 50. Я мерзла. И, честно говоря, я нахожусь в состоянии не просто шока, я не знаю, как сохранить животинку. Конечно, они там померзнут. Я не знаю, к кому обращаться. Мы обращались в Министерство культуры, мы писали в Следственный комитет. России, не в региональные, Нет, в России. в России. Куда мы только не обращались. Непонятные приходят отписки. Министерство культуры, оно вообще практически никак не реагирует. Как-то начальник департамента Оксана Косарева в своем подведомственной организации не может разобраться, что ей делать. Она заявляет, что она не вмешивается в творческую составляющую, а, видимо, решение суда для Министерства культуры ничего не значит. А вот объясните вот эту ситуацию. В прошлом году вас, получается, уволили из Росгосцирка, да? Верно. Я читал, что якобы по причинам прогулов вы в это время ездили в Крым, в парк Тайган, да? В парк в известный. Да. Ну, это не суть, куда ездили. Вас уволили. Но в то же время как бы направили сюда. Это как? Я вам сейчас объясню. Мы работали в коммерческой программе, гастроли проводила Елена Агафонова, которую я знала больше 12 лет. Мы дружили, я подошла к ней, я говорю: Елена Филипповна, так как я лет 10 не была в отпуске, и сына также, говорю, я на 2-3 дня, говорю, уеду в Тайган. Она говорит: я тебе завидую. Говорю: поехали вместе. Говорю: ты меня отпускаешь? Ну, так как гастроли проводила она имела на это право согласно И директор договорам. Омского цирка. И директор Омского цирка. Она говорит: я не поеду, но съездите. В это время приходит пресса, она дает интервью, что мы в командировке. Вот мы поехали посмотреть Тайган. После моего увольнения ее тоже уволили. К сожалению. Тоже как-то связь, причина была, с этим связана? Ну, я как-то? думаю, что все, что происходило в Омске, это было под давлением. На нее оказывали давление, чтобы... Там очень много было грязи, очень много писанины, всего такого, что сейчас даже вспоминать не хочется. На ваш взгляд, причина увольнения, для чего вот вас уволили? Счеты. Счеты. За что? Вы знаете, это долгая история. Я имею свойство говорить правду.
Это, видимо, не очень хорошее свойство, когда ты говоришь правду. Все дело в том, что я привезла хороший коллектив, стабильный, творческий, хорошо сделанный, выстроенный. В это время прислали режиссера от замгенерального Бушковой. Я понимаю, для чего прислали этого режиссера, потому что у нас сейчас, к сожалению, очень одна и та же режиссер ездит по городам, ставит программы за безумные деньги, но при этом не шьются ни костюмы, ничего не приобретается, все отписывается. Режиссер, он числится в Росгосцирке, правильно? Или... Он работает по договору. То есть с ним заключается договор, да. Это человек замгенерального Бушковой Татьяны Георгиевны. А в самом Росгосцирке может быть там свой или свои режиссеры, свои актеры? Дело в том, что артисты. Штатные. Все дело в том, что сейчас, сыночек, извини, должны быть штатные артисты, есть талантливые режиссеры, которые знают специфику. А здесь человек вообще специфики не знает, понакрутила что ни попадя. Я, честно говоря, была в ужасе. Но если артистов номер ослики, обезьяны одевают медицинский халат, а из него делают непонятно полу какого-то бомжа с косичками, ну, я высказала свое мнение. Вот с этого все и началось, мои проблемы. Но тут еще надо заметить то, что вообще компания Росгосцирка, как вы правильно подметили, имеет в штате, соответственно, режиссеров и так далее, люди, которые непосредственно должны заниматься художественным уровнем программ или номеров и так далее. Но часто заключаются договоры со сторонними специалистами, и, собственно, компания, у которой есть устав довольно-таки большой, где значится создание новых номеров, там, художественный уровень, повышение и так далее. То много чего, что не выполняется в текущее время. И заключаются договора с частными программами. Вот, собственно, почему у нас тоже были проблемы. Многие артисты штатные, которые являются государственными работниками компании Росгосцирк, остаются без работы, в то время как частные артисты по договору, то есть есть договора людей, которые проводят эти гастроли непосредственно с руководством компании Росгосцирк, и они находятся в приоритете. И многим людям, которые здесь проработали много лет, ну, непонятно, как бы, почему такое происходит. Кто-то молчит, кто-то не молчит. Вот Марица Вальтеровна высказала о том, что, ну, по большому счету, это нарушение трудовых прав людей, артистов, то есть их профессиональных прав. Почему мы должны не работать в то время, как, собственно, внештатные какие-то люди на площадках компании Росгосцирк, в филиалах цирков, проводят свои гастроли. А что с деньгами в таком случае? Одно дело содержать штат артистов, режиссеров, персонала, другое дело нанять труппу какую-то. Штатные Вот артисты – это налоги, это зарплата, это отпуска, это бюллетени. А наемные артисты, сейчас, вы знаете, я узнала, что в Нижнем Новгороде работает программа, и артисты, выходя в манеж, оформлены самозанятые. То есть здесь речь идет не потому, что их программа нанятых артистов интереснее, а финансовая какая-то выгода? Конечно. Ну, безусловно, конечно. есть какие-то договора. Я не могу называть какие-то суммы, потому что у меня нет этих бумаг. Я не занимаюсь этими вопросами, но предполагаю то, что, наверное, какие-то интересные там, собственно, договора. Потому что эти программы работают в приоритете. То есть, и это, ну, скажем, в последнее время достаточно такое частое событие. Ну, вот, ну, я говорю, у многих людей это вызывало непонимание. Вот с марта, если я не ошибаюсь, месяца 2021 года, как назначили генерального директора ФКП «Росгосцирк» Сергея Григорьевича Белякова, вот по сегодняшний день, на текущий момент, больше 300 сотрудников компании были уволены. Или люди сами увольняются, причем увольняются не просто по люди, вынуждению, а увольняются уже целые коллективы. Недавно был прецедент, программа «Цирк на воде» очень востребованная, которая проработала достаточно много лет, собирая большие залы. Ну, я так понимаю, подвергалась каким-то подобным ситуациям, что не давали, наверное, какие-то возможности по гастролям, там работать и так далее. Это государственная по факту программа, то есть сотрудники были именно в компании.
а не просто там откуда-то. Вот. И создавалось давление, и люди просто вынуждены были, потому что без работы там какое-то время находились, вынуждены были написать заявление в уходе. С марта, вы сказали, назначен с марта 2021 года? Верно, да. А что за уголовное дело, которое было возбуждено, по-моему, в августе или летом прошлого года? 22 года, насколько я знаю. Речь о чем сейчас идет? Прошлого? Или, в этом году уголовное дело. Вот Следственный комитет возбудил уголовное дело, там что-то с нецелевым использованием средств. По кормам животных. По кормам. Дело в том, что когда в 2020 году начались проблемы с гастрольной деятельностью, потому что, собственно, был период коронавируса, и когда Министерство культуры объявил о том, что культурно-массовые все мероприятия должны быть сейчас прекращены в силу эпидемиологической ситуации. Вот, мы были в тот момент, кстати, в Магнитогорске. Вот, все артисты и программы, они были, условно говоря, заморожены по тем местам, где должны были состояться гастроли. И так вот пока, соответственно, гастроли не шли, а мы все предполагали, что, наверное, это продлится не больше 2-3 месяцев, и дальше мы продолжим гастроли. Но это затянулось на достаточно длинный срок, на больше, чем полгода, год. То есть это длилось примерно год, и спустя год только мы смогли начать как-то там с ограничениями работать. Животных, естественно, надо кормить, животные требуют ветеринарного обслуживания, то есть это большие расходы. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о субсидиях, поддержке, собственно, наших животных, то есть государственных, которые находятся в компании «Росгосцирк». И, видимо, насколько я понимаю, речь идет о том, что эти субсидии были не полностью истрачены. Или не полностью истрачены, или, допустим, не по статье расходов, скажем, использованы. То есть, может быть, использованы на частных каких-то животных или на какие-то другие нужды. Не могу точно утверждать, но уголовное дело заводится не просто так, значит, есть какие-то, собственно, сведения, да, естественно, комитет, я думаю, потом даст какие-то разъяснения. Но вообще такой прецедент, что в компании «Росгосцирк» было заведено уголовное дело, насколько я помню, сколько я в цирке работаю, больше, считайте, всю жизнь так официально больше 23 лет, но на моей памяти в первый раз. Что касается законодательства, я так понимаю, что и по вашему делу о восстановлении на работе, по-моему, да, тоже есть судебное решение, то есть суд признал за вами правду, незаконным увольнение и постановил, чтобы вас восстановили на работе. Исполнено решение суда? Нет, конечно. Смотрите, я сейчас хотел бы тоже внести ясность. Дело в том, что когда мы были, соответственно, в Тайгане, в Крым, когда мы ездили, то есть это вообще по производству, то есть по нашей работе была поездка, мы ездили посмотреть условия содержания животных, потому что уже, в принципе, были какие-то сомнения, собственно, потому что происходит в компании «Росгосцирк», уже были какие-то непонятные разговоры в целом, то, что будут какие-то изменения и так далее. И мне было интересно посмотреть, как в парке содержатся животные, потому что там есть животные артистов цирка уже. И более того, компания «Росгосцирк» заключила меморандум с руководителем парка Олегом Алексеевичем Зубковым, и, соответственно, то есть у них прямой договор на, скажем, отправку животных, которые находятся там на пенсии или по каким-то там причинам. Давайте я прям зрителю объясню, кто не знает. Парк Львов-Тайган – это в Крыму огромная, под Белогорском огромная территория, где животные, если говорить о львах, они живут к максимально приближенным реальным условиям, да, люди их не трогают никаким образом, потому что все это наверху происходит. А собственно, наши гости, они как раз, специфика, вы занимаетесь именно животными. И, то есть, поездка была связана с вашей профессиональной деятельностью. Да, все верно. Мы хотели ознакомиться с условиями, в которых находятся животные, и в том числе те животные, которые попали в этот парк из цирка. Соответственно, была поездка, она длилась 1,5 суток, по большому счету. То есть, мы объясним для зрителя, никогда не было ни одного пропущенного представления, или как-то это могло отразиться на нашей работе и так далее. То есть, лично я проработал 23 года, у меня за всю мою профессиональную деятельность не было никогда никаких нареканий, каких-то, не знаю, фактов каких-то нарушений или еще что-то. То есть, есть определенные регалии, которые тоже, я думаю, не просто так даются. И Марица Вальтеровна тоже не имела никаких дисциплинарных взысканий, как и я, за ее
творческую деятельность, которая уже больше 45 или 46 лет. Но очень странно, что одни и те же вещи, которые нам были инкриминированы, потом там и финансовые какие-то нарушения, хотя к финансам мы вообще отношения никакого не имеем, я так полагаю, что было сделано все для того, чтобы нас сократить, потому что я уже объяснил, то есть мы высказали свое мнение по поводу работы, по поводу того, что, собственно, идет давление на государственных именно артистов, что не дается возможность работать, в то время как, ну, то есть нештатные сотрудники там проводят гастроли. Ну, руководству, видимо, это не понравилось, и показательно, я считаю, что были предприняты меры, чтобы продемонстрировать остальным, что если там какие-то будут разговоры, вас такая же участь будет ждать. Смотрите, совсем недавняя история про белых медведей, которые находятся или находились на территории нашего Оренбургского цирка, да, когда появились вот эти заголовки, да, в цирке неправильно содержатся белые медведи. Что читатель, зритель сразу думает: ага, вот он, Оренбургский цирк, там мучает бедных животных, да? Но я так понимаю, это проблема не совсем Оренбургского цирка, а опять же Росгосцирка, правильно? Оренбургский цирк к этому вообще не имеет никакого отношения. Буквально там 3 недели тому назад приезжал сюда генеральный директор Беляков, подписывали с вице-губернатором договор о не реконструкции даже, а полностью о ремонте цирка. Потому что это очень много лет этим занимался Евгений Иванович Терещенко, очень много сюда вложил, чтобы произошел ремонт в цирке. И, конечно, он ходил по этим помещениям и смотрел. Туда, куда поставили белых медведей, это самое большое помещение в цирке. Но для белых медведей оно очень маленькое. Очень маленькое. И создать условия, поставить громадные вольеры, поставить большие бассейны, там невозможно. Артисты-то любят своих животных. Эти белые медведи работали со мной на 3 города подряд в коллективе, и я знаю отношение артистов к своим животным. Да вообще каждый артист, каждый дрессировщик – это твой кусок хлеба, это твоя жизнь, это твой труд. Но просто прислать сюда вот эту программу, я понимаю, как бы сказать, к сожалению, у господина Белякова за место мозгов денежные знаки. Здесь очень успешно отработала программа под руководством Анатолия Сокола. «Вода, огонь», что там название? Шоу «Огня, вода и свет», да. ну, предыдущая программа. Битковыми аншлагами он собирал залы, но, видимо, Беляков решил, что он сейчас привезет сюда белых медведей, и будет все то же самое. То есть я правильно понимаю, прежде чем в тот или иной город отправлять труппу творческую, в первую очередь руководство Росгосцирка должно понимать, какие там условия и смогут ли там или иначе содержаться те животные. Если не смогут, то, извините, программа уезжает в другой город. Здесь летний цирк. Он даже зимой не работает. Во всех остальных городах цирки большие, стационарные, они работают и зимой, и летом, круглогодичные. Но здесь-то совсем у вас махонький цирк. И, конечно, он должен был понимать, куда он везет белых медведей. Вот как. Вот теперь точки-то над «и» расставлены, теперь я до конца уже понимаю. Директор что к этому отношения связано. не имеет вообще никакого, потому что он такое же подневольное лицо. У нас-то, понимаете, как вот у оренбуржцев возникло сразу: ага, это вот Оренбургский цирк. И мало кто задумывается, что это приехали, да, артисты из Росгосцирка. гастроли. То есть, смотрите, ближе уже продвигаясь к завершению, да, если бы руководство Росгосцирка как-то правильнее, с большим пониманием относилось к работе вообще, да, этой сферы, с пониманием к самим артистам, да, то, наверное, вот этого разговора, я так понимаю, сегодня у нас бы и не было. Конечно. Безусловно. Вы знаете, вообще в последнее время, начиная с 1 января этого года, очень актуальны вопросы содержания и ответственного отношения с животными, поскольку есть соответствующие федеральные законы, которые обязывают выполнять определенные пункты, а этих пунктов достаточно много. По отношению к животным, по их содержанию, по ветеринарным, там, в общем, всяким документациям и так далее. 498 федеральный закон. И еще один закон, я сейчас не помню по номеру, но там есть нормы,
клеток, вольеров, каждого вида животного. Причем это касается не только цирков, это касается и зоопарков, и океанариев и так далее. То есть белый медведь – это большое животное, которое до 2,5 метров вырастает, которое в Красную книгу занесены. Да, безусловно. Краснокнижный. То есть это единственный номер, кстати, государственный в этой программе, которая сюда приехала, насколько я знаю. То есть это не нанятые. Программа комбинированная, то есть это артисты компании «Росгосцирк», это единственный номер с белыми медведями. Вот. И это млекопитающие, которые проводят достаточно много времени именно в воде. То есть белые мишки, они любят плавать. И в помещении должны быть и клетки, и вольер, и причем для каждого медведя, ну, согласно новым законам, должен быть вот как бы вольер и клетка, и, безусловно, сам бассейн. Ну, как можно в таких небольших, скажем, квадратах, да, все это взять и разместить. То есть сама площадь очень небольшая. То есть когда мама прокомментировала видео, которое ей прислали, начался, в общем-то, ажиотаж в компании «Росгосцирк», сразу прислали сюда прессу по поводу того, что здесь все нормально, все замечательно и так далее. Вот. Ну и, к слову, возвращаясь к тому, что с прошлого года, с 12 ноября 2021 года, все наши животные находятся на нашем довольстве. То есть мы полностью содержим их, обеспечиваем кормами, ветеринарное обслуживание проводим и так далее. В смысле сами, без поддержки государства. Да, то есть какие-то помещения снимаем для счастья животных, чтобы были максимально созданы комфортные условия. И это все продолжалось до того момента, ну, на самом деле и продолжается, но как бы продолжалось до того момента, пока мы думали, сейчас суд примет решение и правда восторжествует, но, собственно, не так получилось, как мы хотели. Дело в том, что я сейчас такое пояснение внесу. Когда мы выиграли суды, это в 2022 уже году было, мама в феврале месяца этого года, я в марте месяца этого года. И согласно решению судов Дорогомиловского и Никулинского судов города Москвы, нас восстанавливают в наших номерах, которые были сокращены в тех же должностях, что предполагает, собственно, то значение и состояние до увольнения, то есть то, как оно должно было быть. И мы, как работники, должны выполнять свои трудовые обязанности, безусловно, конечно же, взаимодействие с животными, которые были в этих номерах. Но нас восстанавливают только на бумаге, то есть это уже по факту нарушение, то есть опять же трудовых прав, это то же самое, как любого сотрудника там восстановить и не предоставить ему рабочее место, что, собственно, и было сделано. Так как есть локально-нормативные акты, есть штатное расписание номеров и паспорта номеров, где, собственно, трудовые обязанности и прописаны, то есть не были соблюдены все эти условия. И тем самым, то есть, оказывается, ну, до сих пор давление вот, на меня, на Марису Вальтеровну, и мы продолжаем пытаться, скажем, доказать, что вы неправильно, там, скажем, проводите восстановление, ну, собственно, оно так и есть, это неправильное восстановление. И продолжается, вот опять же, судебное разбирательство, потому что, опять же, были поданы дополнительные иски. И самое неприятное, что все эти процедуры занимают достаточно много времени. То есть, и пока все это пройдет, мы, как я уже объяснил... Животные кушать хотят. Ну, конечно. Да. То есть... Скажите, а что, вот давайте прям буквально 2 минуты, что должно произойти, на ваш взгляд, чтобы вы вернулись вот в ту колею, в свой образ жизни, да, в котором были там до недавнего Вы знаете, пока генеральный директор занимает свой пост, мне кажется, он умрет и сделает все, что именно я и мой сын не вернулись, потому что, к сожалению, на сегодняшний день сопротивляемся только мы вдвоем. Все остальные артисты, ну, как-то болезненно переносят, конечно, свое увольнение, но не воюют. А кто назначает директора Росгосцирка? К сожалению, сейчас был конкурс, и продвигали его Эдгард Запашный и первый зам Алла Манилова. Он их не ставленник. Министерство культуры является, собственно, главным Обращались в инициатором. Министерство культуры, обращались везде. Вот, знаете, закрывают на все глаза. Вот это вот формальное восстановление, а потом опять сокращение. А у нас есть такая начальник отдела кадров Шевченко. Она вот просто приказы на коленке рисует.
Вот на коленке. Очень сложно рисуют. обычным людям бороться с этой системой. И почему Я не мы знаю, к сейчас кому пытаемся обращаться. огласить всю эту проблему, потому что ну, это вопиющий, на мой взгляд, в принципе, прецедент. И, конечно же, если есть какая-то возможность озвучить это на федеральном уровне, чтобы, возможно, на это обратили внимание какие-то люди, депутаты, возможно, какие-то, не знаю, люди, которые имеют возможность как-то повлиять на эту ситуацию. Достучаться. Да, то есть, ну, мы очень рассчитываем, потому что, вот, считайте, уже практически год, то есть мы в таком состоянии находимся, и очень хочется, чтобы животные ни в чем не нуждались, уже хочется, честно говоря, верить, что есть справедливость и можно заниматься своим любимым делом и продолжать радовать своих зрителей, а не писать постоянно какие-то отписки, просьбы, обращения там, в разные инстанции и так далее, для того, чтобы просто было выполнено решение судов, которые, ну, по идее, должны Вот быть... после решения суда Росгосцирк был обязан предоставить репетиционный период минимум на полгода, поставить животных на довольствие, обеспечить обслуживающим персоналом. Ничего не было сделано. Ну, насколько я знаю, вообще неисполнение судебного решения это является таким очень серьезным таким нарушением. Ну что, друзья, никогда бы не подумал, что, сидя в цирке, глядя на веселых там медведей, слонов, обезьян, да, клоунов, никогда бы не подумал, что в это время за кулисами происходят какие-то интриги, причем не столько, сколько среди самих артистов, сколько с участием вот таких вот высоких людей, занимающих, да, такие серьезные должности. У нас в гостях были Дан и Марица Запашные, заслуженные артисты России. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо Спасибо. вам.